Почему болит именно там? Ответ глубже, чем вы думаете. Иногда болезнь приходит внезапно, как удар, как сбой. Все рушится за одну ночь. А иногда крадется медленно, неделями, месяцами, годами. Мы устаем, списываем на возраст, на стресс, на пройдет само, а оно не проходит. Но что, если это не просто сбой тела? Что, если болезнь – это не враг, а послание, попытка разбудить, напомнить, остановить, уберечь от чего-то? Что, если тело говорит от имени души, а душа не может кричать и не может вам сказать что-то? У души нет языка, она говорит с нами через тело, через боль. Вы когда-нибудь задумывались, почему болезнь поражает именно это место? Почему именно эта слабость, этот орган, эта система? Почему у кого-то постоянная ангина, а у кого-то болит желудок? Почему одним удается выздоравливать, почти чудом, а другие годами ходят по врачам, не находя причин? Истории, которые я слышу на своих сессиях, меняют понимание болезни навсегда, потому что за каждым диагнозом стоит причина, невидимая, но точная. Как будто душа долго молчала, а потом сказала: «Хорошо, ты не слышишь, тогда я покажу». Она пришла ко мне с просьбой разобраться, почему у нее никак не проходит экзема. Она молодая, красивая, успешная, и она устала прятать руки, устала от кремов, от уколов, от вечного зуда, который становится сильнее, когда она волнуется. Когда она вошла в состояние регрессии, ей показали сцену из прошлого. Она маленькая девочка, мама злится. Она тянет к ней руки и получает по пальцам. Раз и снова, и опять. Больно, страшно. «Не лезь», – холодно говорит мама. Руки – это символ желания быть в контакте, тянуться к теплу. Но для нее прикосновение стало опасным, и кожа на руках будто кричит: «Мне нельзя прикасаться». Тело выполняет приказ души. Хочешь избежать боли – держись на расстоянии. Таких историй много, их сотни. Головные боли, которые начинаются только на работе. Грудные зажимы, которые появляются после потери близких. Проблемы с желудком у тех, кто глотает обиды. Ноги, которые не хотят идти туда, куда ведет их жизнь. Поясница, не выдерживающая чужих проблем. И все это не просто симптомы, это язык, язык души. И он точнее любого медицинского словаря. Вы можете не верить, но посмотрите на себя, присмотритесь хотя бы. Вспомните, когда началась ваша болезнь, что происходило тогда в вашей жизни, что вы пытались не чувствовать, не говорить, не замечать. Болезнь редко приходит просто так. Она сигнал, не наказание. Это шанс. Сигналы души не всегда понятны с первого взгляда. Иногда они пугают, кажутся жестокими. «Почему со мной это случилось?» – спрашивает человек. Но вопрос чаще должен звучать иначе. Зачем? Зачем душа выбрала именно такой путь, именно такую боль? Он пришел с жалобами на онемение рук. Это так долго длилось, и врачи не находили причин. Все обследования чистые, диагноза нет. Но руки-то не чувствовали. Проблема есть, а диагноза нет. Как так? В регрессии он оказался в образе столяра. Он делает мебель. Тонкая работа, точность, но руки сжаты, напряжены. Он боится ошибиться, боится не угодить. В его жизни та же история. Он всю жизнь делал как нужно другим. Чувствительность исчезала не из его тела, а из его выбора. Он не чувствовал, чего хочет сам, и руки как будто говорили:
ты утратил контакт с собой, мы больше не хотим подчиняться. И когда он начал возвращать себе право на ошибку, на свою ошибку, начал делать свой выбор и делать то, что он хочет, онемение начало уходить. Проблема не в том, что душа наказывает, душа не судит, она не злится, но она знает, и если человек не слышит тихий зов, жизнь будет говорить громче. Сначала через тревожность, потом через усталость, потом через тело. Но как до нас еще можно достучаться? Но мы же не слышим. Кто-то начинает задыхаться, и только тогда понимает, что годами жил в ситуации, где нельзя было дышать. Кто-то теряет голос, и только тогда осознает, что молчал слишком долго. Кто-то ломает ногу, и вдруг ясно видит, он вообще шел не туда. Вот так вот, буквально. Да, это звучит странно, иногда даже дико, но все больше людей в сессиях вспоминают именно это, потому что тело – последняя инстанция, которая хочет и может сказать «остановись». Женщина потеряла слух на одно ухо. Это произошло после затяжного конфликта с сестрой. Она не хотела больше слушать, не могла слышать, и тело исполнило ее внутреннее желание, буквально. Слух стал потихоньку к ней возвращаться, когда она перестала слышать чужое мнение как приговор. Она начала слушать себя. Впервые, наверное. Разве это не удивительно? Мы привыкли думать, что болезни – это механика, что это только гены, питание, экология, но это лишь половина картины. Есть другое измерение – психоэмоциональное, энергетическое, глубинное, и душа всегда в нем говорит, только мы не всегда слышим. Одна из самых сложных тем – хронические болезни, когда человек живет с симптомом годами, десятилетия, порой всю жизнь. Он привыкает, он даже начинает себя с этим диагнозом отождествлять. У меня это с детства, это просто слабое место. Ну такой уж я, это так привычно. Но если копнуть глубже, душа не сдается. Она продолжает говорить, только голос становится тише, боль привычней, а привычка опаснее диагноза. Астма – проблема многих. И она пришла ко мне именно с таким запросом. Пришла скорее из-за любопытства, как бы случайно. Она привыкла жить с астмой, болела с детства, и ее это якобы не беспокоило. Окружение привыкло тоже, у нее слабые легкие. И в регрессии она увидела сцену, увидела себя младенцем в коляске. Мама кричит на папу, рядом, громко, страшно, и она замирает, не дышит, потому что вдохнуть значит снова услышать страх, и душа выработала способ дышать меньше, чтобы чувствовать меньше. И каждый раз, когда в ее жизни появлялся стресс, легкие будто возвращались в ту же коляску, в ту ситуацию, то же сжатие, тот же страх. Когда она осознала это не только головой, но телом, приступы стали уходить. Она впервые разрешила себе вдохнуть в безопасности. Многие приходят с болью в животе, которые не могут объяснить, а внутри накопленные слезы, заблокированные чувства, слишком много проглоченного, обиды, которые нельзя было выразить, слова, которые нельзя было сказать, а тело не забывает. Иногда душа говорит очень точно, почти метафорами. Желчные камни у тех, кто сдерживает раздражение, проблемы с почками у тех, кто не может отпустить. Аллергия, как крик души, мне здесь что-то невыносимо. Панкреатит, когда жизнь слишком не сладкая, а ответственность слишком горькая. Это все не диагнозы, это образы, карта, путеводитель. И если ее читать, можно понять, где душа устала притворяться.
Но есть и другая сторона. Болезнь может быть переходом на новую ступень развития. Иногда именно через болезнь человек меняет свою жизнь, начинает слушать себя, замедляется, начинает выбирать, начинает понимать, что может выбирать. Сколько людей после инфаркта впервые идут учиться живописи? Сколько женщин после диагноза перестают спасать всех вокруг? Сколько мужчин, столкнувшись, например, с онкологией, впервые говорят со своими детьми по-настоящему? Почему? Потому что болезнь остановила их вовремя. Не чтобы наказать, а чтобы перенаправить. Самое трудное это увидеть. В чем урок? Не в смысле, что я сделал не так, а в том, что я не позволял себе видеть, чувствовать, говорить, выбирать. Чувствуете разницу? Болезнь почти всегда говорит о подавленном, о забытом, о вытесненном. И когда человек готов встретиться с этим, начинается настоящее исцеление. У многих проблемы с суставами, и она была не исключением. Сильно болели колени. Она не могла спускаться даже по лестнице без боли. Была операция, которая не совсем помогла. Боль осталась. Но в трансовом состоянии пришла сцена. Она стоит перед отцом и не может преклонить колени, словно внутренний протест, ярость, боль, и ее тело зафиксировало это. Я не склоняюсь, никогда. Жесткость, принцип, внутренний конфликт. А колени – это символ нашей гибкости, подвижности. И когда она прожила эту сцену, отпустила и не только простила, но перестала сопротивляться жизни, боль начала исчезать. Вот в чем правда. Душа не хочет страданий, она хочет нашего роста. Но если рост невозможен по-хорошему, жизнь включает жесткий сценарий. Как будто говорит: ты можешь больше, но ты спишь. И болезнь – это будильник, иногда нежный, а иногда с сиреной. Вспомните моменты, когда вы болели, что в жизни тогда было невыносимо, куда вы не хотели идти, с кем не могли быть честны, какая боль просилась наружу, но вы ее спрятали внутри. Иногда в этом ключ. Понять не только, что болит, но зачем болит, какую часть вас болезнь защищает, что она заменяет. Чего вы на самом деле боитесь, если представить, что болезни нет? Многие боятся задавать себе эти вопросы, потому что страшно. А вдруг правда окажется неудобной? А вдруг придется менять жизнь? А ведь это так непросто. Но вот что я вижу снова и снова, как только человек честно смотрит в корень своей боли, тело начинает дышать иначе, как будто душа говорит: спасибо, ты меня услышал. Когда человек начинает слышать себя, свою душу, жизнь постепенно перестает кричать. И это не всегда про чудесное исцеление за один день. Иногда болезнь уходит, иногда остается, но больше не управляет. А иногда просто исчезает страх. И это уже победа, это уже свобода. Тело – мудрый союзник, оно не враг, не ошибка, не наказание. Оно говорит за душу, которую словами уже нельзя. И если научиться слушать, все, даже боль начинает звучать иначе. Есть простой вопрос, который стоит задавать себе чаще. А что я не хочу чувствовать? Может быть, там и ответ, и облегчение, и путь обратно к себе. Потому что душа всегда знает, зачем пришла. И если мы возвращаемся к ней, возвращается и здоровье, и радость. Иногда тихо, иногда через слезы, но обязательно с правдой. Если вы это почувствовали, не забывайте, вы можете быть себе лучшим врачом, нужно только научиться слушать. Подпишитесь, я еще расскажу.